Race Generation. И сразу после мега-виртуозного интро мы наблюдаем за началом невероятной гонки. Итак, 25 кругов, пит-стопы с 17 по 11 круги, а также с 18 по 21. Что ж, для кого-то 25 кругов, а для кого-то из гонщиков это покажется 25 часов Лимана. Но, опять же, это все восприятие. На самом деле, мы с вами, дорогие зрители, будем смотреть, наблюдать за этой гонкой не больше часа. Да, у нас еще не больше часа, и тем не менее мы с вами успеем поболтать еще ой как. Что ж, уже пошли первые маты, первые гневные высказывания от наших гонщиков. Кто-то разминает свои покрышки, кто-то балуется, кто-то фигней страдает. И тем не менее, все нервничают перед началом гонки. А все почему? А все потому, что это самое дно гоночных игр. Я имею в виду, это вообще, в принципе, и не гоночная игра как таково. Это Simple Sandbox 2. И здесь нет как таковой физики у автомобилей, здесь нету, по факту, нету передач. Здесь на наших автомобилях, как бы это странно ни звучало в данном случае на F1, значит, подвеска выше, машина может спокойно ехать по оффроуду, что очень дико прозвучит. Но, тем не менее, это так. А также самое худшее для гоночных игр в онлайне — это рассинхрон. И, к сожалению, в этой игре он работает просто отвратительно. Даже нет, я бы сказал, наоборот, он работает на ура. А для гонщиков это отвратительно. Что я имею в виду? Да, вы все увидите. Не обязательно все прям, все карты, так сказать, высказывать. Ой-ой-ой, я так смотрю, у нас некоторые маты пропустили. Но ничего страшного, ладно. Надеюсь, YouTube на это не обратит внимания. Итак, повторяется информация по количеству кругов. Гонщики все еще готовятся. Можно уже видеть, как Рикардо выступил за линию. Судья не обратил внимания на это, но что ж поделать. Итак, второй судья-помощник просит выписать чат. Пошел отчет. 3, 2. Готовы? И... 1. Нет? Я пошутил над вами. 1. Все стартовали. Все стартовали. Посмотрите, кто-то заснул старт, кто-то проспал старт. И у нас лидеры уже бок о бок просто вырываются вперед в борьбе на первых же поворотах. О, ребята. Сразу за ними двое остальных. Третье и четвертое место. И посмотрите, какое столпотворение. Уже первая авария. Первая авария. Похоже, мы смотрим повтор. Ох, похоже, кому-то пришлось отступить назад. Ага, так, теперь мы наблюдаем со стороны с камеры гонщика, который врезался, который у нас отстал на самое последнее место. Окей, хорошо. Судья дал команду заново. Все гонщики возвращаются на стартовую линию. Еще не прошла даже минута гонки, а уже начинается все с КФ. Ох, ужас, ох, ужас. Ну что ж поделать. Это еще повезло, это еще ничего. Бывает еще хуже. Здесь хотя бы мы видели хоть какое-то зрелище. Ух. И кто-то опять врезался. Похоже, кто-то уже даже повредил себе спину. О нет, похоже, еще одна авария. Еще одна авария! А еще даже не начали заново. Это уже второе ДТП. О, ужас. Итак, последний, точнее уже предпоследний гонщик возвращается на свою позицию. Да, позиции у нас, получается, сохраняются. О, нет, да что происходит? О, снова пошли маты в чат. Так, у нас у гонщиков перестановка. Как мы видим, Рикардо снова залазит за линию. О нет, опять пропустили некоторые маты. Так, гонщики снова обсуждают тактику. Я напоминаю, что здесь у нас участвуют не просто гонщики, не каждый сам за себя. Тут идет у нас, значит, по командам, в основном по двое человек. Итак, судья уже готов
махать флагом. Ну, вообще-то он уже машет флагом. И началось. Снова старт, снова авария. Уже 4-е ДТП. 5-е ДТП. Ох, елки-палки. Что происходит? 6-е уже ДТП. 7-е ДТП. Ай, ё-моё. Итак, лидеры едут уже на горку. Прямо перед Роди встает Диего Гарсия. Сразу за ними едут гонщики. Вы посмотрите, как они все друг за дружкой едут. Пока что без ДТП. Удивительно. Хотя странно, как-то кто-то там затормозил, видать, по рассинхрону. Куда-то врезался, еще одно ДТП. Гонщик. Что происходит? О, да. Окей, хорошо. Допустим, мы этого не видели. Оператор красава. Оператор не упустил такой момент. Итак, у нас заминка прямо перед стартом. Кто-то из гонщиков жестко тормозит. Что, неужели опять заново? Он, кстати, слева снизу мы сейчас можем наблюдать за основным судьей. Это у нас Никита. Спасибо Никите и его F1 клубу за эту потрясающую просто гонку. Похоже, что опять начинают заново. Ух, хотя, возможно, даже не совсем заново, как вы видите. Похоже, что все-таки позиции некоторые сохранились. Если нашего гонщика Руди сейчас не отправят куда-то назад. А нет, все-таки не сохранились. Это мне просто показалось. Вон уже кто-то спрашивает из гонщиков, ты видел сколько ДТП? Ох, да. Не знаю, может вы посчитаете, может вы ответите в комментариях, сколько конкретно ДТП произошло за эту гонку. Я насчитал лично уже 8. Гонщики продолжают обсуждать, что происходит на самой гонке. О, и вот и пошел еще. 3, 2. И все замерли в ожидании отсчета. И... Ух. 1. Это просто... Это очень жестокая проверка на реакцию, когда отсчет дает не компьютер, а именно человек. Но в то же время это очень натуральная проверка способностей каждого гонщика. Ох, похоже, еще один мат пропустили в чат. СК, объявили СК, ограничение скорости. Никто никого не может в данный момент сейчас обгонять. Но это не помешает гонщикам устраивать и дальше ДТП. Их слишком много. Да, о нет, похоже, что еще один мат прошел мимо нашей редакции. Но ничего не поделать. Что ж, уже 8-я минута записи, 8-я минута стрима этой гонки. Идет СК, это означает, опять же, что никто не возвращается на старт, все продолжают ехать, не обгоняя друг друга. Да, по идее, должен идти как бы ограничение скорости, но, как вы видите, всем на это просто плевать. Отлично, первый удар за это СК, и уже 9-е ДТП. А тем временем наш гонщик потерпел некоторый урон для своего автомобиля. Тем не менее, это ему не помешает продолжать гонку. Он пока не будет ехать в пит-стоп. Еще один мат. Отлично. Уже второй судья подключился и начинает просто выматывать гонщиков, просить их, чтобы они рассосались. О нет, похоже, что что-то произошло впереди. Вы видели? Вы видели? Кто-то уничтожил трассу. На трассе у нас огромная яма. О нет! Похоже, что один гонщик просто упал в ту яму. Ё-моё. О нет, похоже, что еще один мат прошел сквозь редакцию. Кто вообще за редакцией следит? Надо людей уволить. Что ж, похоже, что все гонщики вернулись на свои позиции. Теперь ждем команды судьи. Ждем, когда судья одобрит продолжение заезда.
Похоже, что один из гонщиков подошел к Роди. О нет, что вытворяют гонщики? Что это такое? О да, остановите их, просто остановите. Похоже, что Рикардо дальше пошел по лидерам. Глумится, глумится. Посмотрим, сможет ли Рикардо вообще нагнать их. Итак, продолжается наш заезд. Все еще СК, все еще никто никого не может обгонять. Вот, наконец-то, наши операторы проснулись и начали немножко подснимать со стороны. А вот и наш гонщик стих. О да. Итак, третий круг. Когда же объявят зеленый флаг? Как только объявят зеленый флаг, гонка продолжится. Так, смотрим. Все аккуратно едут друг за другом. И вот опять ДТП. Уже 10-е ДТП на моем счету. Мы сумели сосчитать. О, ужас. А еще даже не объявили грин флаг. Ну что ж поделать. Уже который круг, уже третий круг, и все еще СК. То есть объявили, получается, на первом кругу, а уже заканчивается третий. Когда же начнется сама гонка? Зритель недоумевает. И похоже, что грин флаг отдан. Честно говоря, я даже не вижу изменения хоть в какой-либо скорости. Как и ездили на СК максимально быстро, так и тут просто. Но в этот раз уже хотя бы обгонять можно. Все уже настроены серьезно. Никаких поблажек. Итак, похоже, что гонщик под номером перед последний, а возможно даже перед последний, готов на обгон. О нет, похоже, что Хуан врезался просто на ровном месте. Сможет ли Хуан догнать предпоследнего гонщика? И снова маты в чате. О нет, снова удалена дорога. Кто же это может быть? Неужели это Хуан, который отстал от всех посреди ровного места просто во время СК, еще до того, как объявили грин флаг? Да, возможно, это именно Хуан сломал дорогу. Что поделать? Еще одно ДТП. О, ужас. Итак, гонщики понемножку продолжают движение. Что ж, посмотрим, какое решение выдаст судья, как только узнает, что именно Хуан поломал дорогу и дважды. И снова ДТП, уже 12-е. Итак, СК все еще продолжается. Го! Отдан зеленый флаг. Снова гонщики продолжают ехать. А вот и лидеры. Вот и лидеры. Первое место занимает гонщик желтой команды, сразу за ним голубой. Причем сразу двое. Посмотрите, команда пытается вырвать первое место. Честно говоря, судя по тому, что происходит у остальной тройки, сразу за тройкой лидеров, ох, можно сказать только, что это очень напряженная гонка. Вы посмотрите, лидеры пытаются вырвать это свое первое место и никому не отдавать просто. Что ж, посмотрим дальше, что будет происходить. Шестой круг. Уже шестой круг, ребята. Уже 13 минут идет гонка. Идет, точнее, трансляция. Так. Гонщики фиолетовой команды, в частности, в которой есть Рикардо, пока что сильно не отличаются в гонке, но, по крайней мере, они не последние. А зато красная отлично показывает нам результаты. Ой, еще одно ДТП. Вы, возможно, не видели, что произошло. И правильно, потому что это рассинхрон. Другими словами, для самих... О, нет, еще одно ДТП. А, что ж, для каждого гонщика здесь... О, нет. Похоже, что кто-то знатно застрял. Итак, у нас голубой гонщик, судя по всему, Итан, вырвался на первое место и уже набирает обороты, отставая, точнее, отрываясь от второго места. Неужели ДТП на пит-стопе?
Нет, это было близко, но не было ДТП. Что ж, кто-то решает заехать на пидстоп на 6-м круге. Нет, подождите, на 7-м круге. Да, это же 7-й уже круг. Кто-то нет, кто-то будет заезжать на следующих. Что ж, это все зависит от тактики гонщиков. И тут повезет, не повезет. Возможно, даже... О нет, похоже, что кто-то врезался просто напрямой, не успев затормозить вовремя. И в очередной раз получил аварию, получил урон по своему автомобилю. Что происходит? Еще одно ДТП было видно просто краешком глаза. Так, посмотрим. Значит, это у нас фиолетовая команда. Сразу за ними кто? А сразу за ними либо Хуан, либо Янь. О нет, еще одна авария. Судя по всему, то был все-таки Хуан, потому что, как мы видим, авария с Янем Ли. Прямо перед поворотом. Что, неужели еще одна авария? О нет, что происходит? Просто одни аварии. Когда же мы уже увидим на камере хоть какой-нибудь знатный обгон? Пока что, кроме лидеров, мы особо не видим какого-то такого соперничества. Все в основном режут друг друга, сбивают с колеи и просто продолжают гонку, хоть кое-как, хоть как-то пытаясь добираться до финишной черты каждого круга. Еще одна авария. И сразу за ней ДТП. Что происходит, ребята? Что происходит? Как на это реагирует судья? Мне даже интересно. Неужели нельзя никак изменить просто природу этих гонок в этом ССП-2? О, нет! Похоже, что круговой подрезал лидера. И еще одна авария, которую оператор еле-еле успел заснять. Еще одна, просто это уже был очень наглый подрез. Это был очень наглый подрез. Желтый флаг объявлен. И наш гонщик Роди возвращается в пидстоп. А тем временем другой гонщик Диего Гарсия застрял на пидстопе и стоит пока что в ожидании. Другой гонщик проезжает мимо той же голубой команды, что и Диего. Продолжает движение. Опять же, это ЖФ, желтый флаг. Выехал из СК. Выехал из СК на дорогу, а значит все гонщики не имеют права ни обгонять друг друга, ни обгонять СК. Да, в данном случае у нас выступает СК как полицейский автомобиль, базовый для этой игры. Итак, как мы видим, гонщик Роди каким-то образом занял 3-е место. Каким-то просто чудом едет сейчас на 3-й позиции. Хотя, как мы видели до этого, он довольно сильно отставал. Даже просто от лидеров. Так что, возможно, это промах судьи. Что ж, мы это увидим позже. Итак, гонщики разбираются между собой, кто кому должен позицию отдать. Ух, очень близко было к аварии. Сразу за Роди Рикардо. Что же будет дальше? Когда мы увидим зеленый флаг? Кто-то вышел на дорогу. Ага, это... О, нет! На ровном месте. Итак, safety car замедляется и теперь снова ускоряется. Замедляется и ускоряется. Что же такое происходит? Почему нельзя ехать с одинаковой скоростью? Похоже, что safety car наконец-то остановился и выравнивают гонщиков по их заслуженным позициям. Рикардо заявляет, что он жестко всех обогнал. Что ж, мы это еще увидим. И как мы видим, просто сзади происходит опять ДТП. Ну что ж такое? Так, судя по всему, мы также дождались гонщика, который случайным образом вылетел. Итак, safety car продолжает движение.
Понемногу гонщики начинают движение. Команды продолжают поддерживать друг друга в надежде вырвать позиции. Так. Двое лидеров голубой команды. Сразу за ними Рикардо. И на 4-й позиции Роди. На 5-й позиции у нас еще один участник желтой команды. И так далее. Что ж, вот мы вернулись к позиции, к камере нашего Роди. Как мы видим, они здесь жестко пытаются друг друга обогнать. Избегает Роди столкновения с Рикардо. Оператор хочет срать. Так заявил сам оператор. И тем не менее мы можем наблюдать последние кадры от него. Пока есть такая возможность. Объявлен ли Объявлен ли флаг? Прошу прощения. Мы не знаем точно. Но скоро совсем узнаем. Итак, мы переключаемся к другой камере. 11-й круг уже идет. Уже даже на середине, я бы сказал. Судья как-то поздно описывает круги. Так, а вот наши лидеры. Понемножку первая позиция вырывается вперед, вторая также набирает обороты. Третья, четвертая пытаются нагнать друг друга. А вот и Стих в кадре. Он довольно редко появляется. Но очень метко, как видно, у него немножко не очень с пингом все. Ой, и наши улитки на последних местах кое-как заворачивают на этом повороте. И вот снова подъем. Вместе с Рикардо. У Рикардо очень сильно лагает. Сможет ли Роди вырваться перед следующим поворотом? Нет, Рикардо его блокирует. В этой гонке очень тяжело. Трасса очень узкая. Роди дышит в спину Рикардо. Просто миллиметр к миллиметру к нему едет. И почти сталкивается с ним. Я хочу напомнить зрителям, что столкновение с авто впереди равняется тому, что ты просто до нуля упадет у тебя скорость. То есть ты по сути остановишься. Опа! Вот о чем я и говорил. Сразу 3 ДТП. О да, это страйк. 4-е ДТП в связи с избежанием столкновения с предпоследним гонщиком. И тем не менее мы увидели еще одно ДТП. Хотел сказать обгон. Фух. Что же такое происходит? Гонщики как-то меняют между собой позиции, но мы не особо за этим даже наблюдаем. Так, вот последние гонщики едут по первому повороту. Какой же это круг? Сможем ли мы узнать? Скорее всего, уже 13-й круг. Нам довольно сложно следить за сообщениями судьи. Так, что же будет дальше? И вот, как мы видим, опять же, улитки на последних местах проезжают этот поворот. Похоже, что судья выпал со своей съемочной позиции. 15-й круг, ребята. Нет, 14-й поправка была. Снова авария на этой шпильке. Насколько я помню, так называется поворот. Так, похоже, что Роди либо оторвался с обгоном, либо наоборот отстал. Но это мы увидим уже позже. Чуть ли не задевая спойлером стенку, что казалось бы очень серьезной ошибкой. И он мог бы упустить как минимум одну позицию. До этого он уже упустил позиции 5, когда застрял на подлете. 15-й круг. Второй судья подсказывает Яню Ли, что он рано начинает обгонять. И опять маты в чате. Хорошо, хоть запикали в этот раз. Что ж, гонщик Роди идеально проходит повороты. Смотрим на наших, значит, вроде бы лидеров. А вот и наш старый добрый Хуан. Давно мы его не видели. А вот и Эдвард Белл. Что ж, похоже, что Роди обогнали. Обогнал Эдвард Белл. Может ли Роди вернуть себе позицию?
Итак, вот он резкий поворот. Что же будет делать Роди? Неужели он так и будет до конца преследовать каждого, пока его не обгонят до самого конца? 16-й круг. О да, вот мы уже можем видеть лидеры на голубых командах. Уже давят на кругового. Сразу за ними, ну как, вообще-то не сразу. Очень сильно отстал человек с команды черной. Стих и Родя едут друг за другом. Ох, неужели Родя отстал еще больше? Неужели и Стих его обогнал? 17-й круг. О, мы впервые увидели обгон черной команды. О да. Это уже 17-й круг начинается. И открывается пит-стоп. Ян Ли вбежал. Еще одно ДТП. Довольно резкое, довольно неожиданное. Повезло, что наш гонщик находился с левой стороны. Обгон! Вау, неужели мы увидели обгон? Действительно. Вау, сразу две позиции обогнал Роди. Неужели? Так, один из участников голубой команды заехал в пит-стоп, так как второй продолжил движение. Могут ли они сохранить лидирующие позиции? Это мы узнаем совсем скоро. Кто-то из гонщиков уже на подъеме. Отлично. Человека с желтой команды уже преследует гонщик голубой команды, судя по всему, Итан. И там произошло столкновение со стенкой, если вы могли увидеть. Так. Уже кто-то опять просит. Ага, это в этот раз это Роди просит ему вернуть позицию. Уже 28-я минута нашей трансляции, ребята. А вот и Итан заезжает в бокс. Бокс. Сразу за ним человек на желтой машине. А второй участник голубой команды продолжает движение. Не столкнутся ли они? Нет, не столкнутся. Они команда, и это видно. Сразу понятно, почему они лидирующие в этой гонке. О нет, но похоже, что есть риск столкнуться двум другим автомобилям. Что же будет дальше? А вот и наш Роди. Сразу с двух камер получилось запечатлеть этот момент. Посмотрим, что будет дальше. Итак, сейфти-кар вышел на дорогу. Похоже, что Роди врезался в стену. Что же будет дальше? Итак, гонщиков просят обогнать сейфти-кар. Другими словами, круговых просят обогнать сейфти-кар, продолжить движение. Чтобы не получилось так, что те, кто были на средних позициях, не заняли первое место просто по приколу. Итак, кто-то потерял P3, уже кто-то жалуется. Ян Ли кое-как входит в поворот, его обгоняют, при том, что это желтый флаг. Ян Ли подрезает, неудачно врезается в гонщика перед ним и сам врезается в стену. А тем временем лидеры уже догнали сейфти-кар и спокойно, молча едут за ним. А вот и наш Хуан, либо же Ян Ли, красной команды, кое-как врезался в стену и чуть не обогнал лидирующих. Так, похоже, что лидирующие решили немножко дать фору сейфти-кару, чтобы было больше пространства для маневра. А тем временем неопытные гонщики стараются ехать как можно ближе друг к другу. И вот, как мы можем видеть, результат этого: уже идет авария, уже идет ДТП. Прямо на сейфти-каре. Что ж, уже 30-я минута. И, как мы можем понимать, то есть уже половина кругов давно прошла.
Это значит, что уже начинается финальный этап. И посмотрим, кто какое место сможет выбить. Все сохраняют пространство для маневра. О нет! Похоже, что Safety Car решил замедлиться. Возможно, оно и к лучшему. Сейчас гонщиков будут равнять. Это довольно жестокий процесс, при котором судьи, бывает, ошибаются. Бывает, да. Что ж, посмотрим, как распределить судья гонщиков. А тем временем можем поговорить о яркой и прекрасной погоде. Напишите в чат, что вы считаете хорошей погодой. Потому что, например, чисто мне очень нравится дождик. Очень нравится дождик, но такое, чтобы было и тепло, и с дождиком. Хелдон и Боулс. Гонщики друг друга жестко оскорбляют. Да, вот как вы можете слышать, впервые за 30 минут нашей съемки ко мне подключился помощник. Да. Снова идут маты в чат. И снова пропустили один мат. Да что ж такое, надо редакторов уволить. Надо редакторов уволить. Так, ну, гонщики уже просто творят какую-то ерунду полную. Ага, похоже, что судья меняет позициями Стига. А с кем же он меняет? С Хелдоном. Теперь Хелдон находится, получается, перед Роди и Роди. Что ж, насколько это верное решение, вы можете уже решить сами. Напишите в чат, что вы думаете об этом решении судьи. Продолжается у нас, значит, гонка за сейфти каром. Грин флага пока что нет. Хотя, казалось бы, уже последние круги уже как бы надо, да, чтобы гонщики боролись. Потому что совсем скоро уже конец гонки. Вот можно со стороны увидеть, как гонщики проезжают этот довольно сложный поворот. Пока что все спокойно, без происшествий. Кто-то решил проехать по внутренней. И похоже, что это была ошибка. О нет, снова ДТП. Легкое в этот раз. Что же будет дальше? Какой это круг? Грин! Ребята, грин! Продолжается гонка. Довольно жестокий момент, потому что в этот, прямо перед грин флагом Роди застопили. И ему приходится нагонять остальных гонщиков. А сзади за ним давит гонщик черной команды. Что ж, посмотрим, кто сможет удержать позиции, а кто сможет занять горку и повыше. О нет, похоже, что еще одно ДТП перед нами. Похоже, что без сильных происшествий. Двадцатый круг, ребята. 20-й круг из 24. Осталось буквально 4 круга до решающего... до решающей прямой, которая решит судьбу всех гонщиков. Кто-то с трибун кричит в поддержку Бейли. Похоже, что что-то произошло с оператором. О нет, еще одно ДТП, в этот раз довольно серьезное. Роди пока что не рискует обогнать Хелдона. И это все равно не мешает ему врезаться в него. Очень жестокая гонка на узкой трассе, где почти невозможно обогнать. Вот снова пошли маты в чат. Потому что это уже 21 круг начинается. 21 круг, и мы почти не видели ни одного
яркого обгона. Все время подрезы, срезы, просто какие-то удаления дороги. Это же... О, нет, похоже, что мы еще и можем наблюдать авто, ушедшее за трассу. Ё-моё, что происходит? Итак, резкий поворот. Резкий поворот, на котором, если повезет, то можно сделать обгон, но, к сожалению, никто никуда не врезался. А, соответственно, и обогнать тоже... О, нет, в этот раз произошла ошибка со стороны Роди. Итак, у нас, значит... Что-что? Итан? Итана съела акула? Одного из гонщиков съела акула, 22-й круг. Судья ничего не предпринимает. Возможно, потому что это последние круги. Похоже, что Итан выпал за карту в воду. Что поделать, что поделать. Инцидент во время гонки. И такое бывает. Итан ДНФ. Так решил судья. Итан не доехал до конца. И у него уже не будет шанса доехать до конца. Это получается у нас один из гонщиков голубой команды, лидирующей команды. Другими словами, теперь у отстающих и всех, кто занимал 4, 5, 6 место, появилось больше шансов выбиться в лидеры. 23-й круг, перед последний круг. Что будет дальше? Это перед последний круг, я еще раз повторяю, зрители. За кого вы болеете? Лично я считаю, что у нас уже определился победитель, и это 100% голубая команда, даже без одного гонщика. Пусть они получат меньше очков из-за того, что один из них не доедет, но тем не менее, это хороший результат. Похоже, что кто-то врезался. И вновь небольшое ДТП, в котором Роди обгоняет гонщика перед ним. Но судья решает, что нужно отдать позицию Хелдону. Ох, не знаю, пишите в чат, что вы думаете по этому поводу. Роди заявляет, что он предоставит потом запись. О нет, ДТП! Довольно жесткий подрез, при котором Роди попадает прямо ровно в стену. И начинает уже дымиться его авто. А ведь это последний круг. Какой ужас. Какой ужас. Но Рикардо просит отъехать назад. Отлично, Рикардо уступает место Роди. О да, как вы видите, под последние круги просто происходит самый кипиш. Все пытаются друг у друга вырвать место. Ошибаются, пропускают, отдают позиции, обгоняют, врезаются, съедаются акулами. 25-й круг. Похоже, что пошел экстра круг. Либо я что-то не досчитал. Так. Подрезали Роди. И он пропускает 2 позиции. О нет, какой ужас. О нет, еще одна авария с ДТП с участием Роди и кем-то в скине японца. Все, последнее ДТП, и авто Роди не выдерживает, взрываясь. Судья уже выбегает на дорогу. О нет! Вы только посмотрите. Хуан смог занять не последнее место, а тем временем судья выпирает на дорогу, чтобы заснять лидеров, чтобы запечатлеть, кто на каком месте финишировал. Кто же первый? Гонщик черной команды. Сразу за ним японец. Но лидер ли это? Кто из них лидер, я не могу понять. Другими словами, уже есть финиширующие. Что ж, результаты вы сможете сейчас увидеть на экране, кто на каком месте финишировал. Это было довольно напряженно. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Следите за новостями. Заходите к нам в Telegram и Discord, чтобы найти гонщиков, чтобы прокачать свои скиллы в гонке.
Всем удачи и всем пока.